Этот выпуск я хочу начать с поискового запроса. Итак, открываем YouTube, пишем «Каракас». Читаем «Самая опасная страна мира», «Адский Каракас», «Самый опасный город мира», «Самый криминальный город мира». Идем дальше, пишем «Каракас» в Википедия, ищем пункт про Баррио. Это у них так называется фавелы или гетто. Читаем. Сюда редко попадают туристы. Пребывание тут является рискованным. Каракас уже много лет уверенно входит в пятерку самых опасных городов планеты. Это с самым высоким уровнем убийств. Власть государства здесь ограничена, полиция появляется тут только ради каких-либо громких спецопераций. Отлично, значит сюда рванем. Короче, в этом выпуске мы не будем ставить никаких экспериментов или рассказывать про очередной интересный вид спорта. Все наоборот, я просто отправлюсь в этот удивительный город и в своем видео эссе или влоге, это уж как хотите, я покажу вам Каракас таким, каким он открылся именно мне. Разумеется, я прихватил с собой парашют и расскажу вам про то, как устроена и организована скайдайв-тусовка в этих местах. Мы познакомимся с интересными людьми, и я вам расскажу про местные нравы и быт. В общем, выпуск будет максимально занимательным, и думаю, мне удастся раскрыть вам Каракас с другой стороны. Ну что, если готовы, Венесуэла, Каракас, мы начинаем. Так, друзья, прилетели мы в Венесуэлу, значит, докладываю, летели очень долго, часов, наверное, ну я не знаю сколько, часов, наверное, 15, может быть больше. Должен нас был встретить Миша. Миша наш товарищ по цеху, так сказать, скайдайвер. Миша, кто эти люди? Скажи мне, пожалуйста. В общем-то, нас встретили ребята из Фурии. Это местный производитель энергетических напитков, чьим амбассадором является наш товарищ. Сам же герой нашего выпуска обещал нас забрать из отеля, куда нас вежливо сопроводили ребята из этой команды. Видимо, Михаил занят своими экстремальными дюлюгами. Смотрите, первый раз такое вижу. В отеле тебе дают не просто ключи, тебе дают еще и пульт. Потому что нам нужен кондиционер, правильно? А если его хранить в комнате, его могут спиздить. Правильно? Вот. Ну и путаль телевизора тоже тебе дают. Вот так вот. Все пронумеровано, все под отчетностью. Так, вот она моя комната. Смотри. Ух ты. А что еще надо? Вид у нас шикардос. На мопед. Главное, что есть душ и кровать. Все остальное мне ничего не надо. Ближе к вечеру подтянулся Мишаня и повез нас из этого отеля к себе домой. Путь до его дома был проложен через весь город, поэтому мне удалось посмотреть на обычную вечернюю жизнь Каракаса. Так как с утреца мы собрались ехать на дроп-зону, и чтобы не терять время, мы решили заправиться прямо сейчас и заодно посмотреть на стоимость топлива. Я слышу, что оно тут стоит копейки. Так, заскочили на заправку. Сейчас мы быстренько зальем баки. Завтра надо будет рано уезжать. Небольшой обзорчик по заправке в Каракасе. Пожалуйста, KFC. Все, маки, вся турма есть. Заправка выглядит обычно. Я думал, что здесь будет все хуже. Здесь куча разных машинок под разные валюты. Ну раз уж я вам показываю вертикальные видосы, не могу не напомнить про свой Инстаграм. Короче, именно туда я регулярно закидываю сторис, что не входит в формат Ютуба. Так что, если интересно, залетай. Ссылку я оставил в описании под этим выпуском. Так, друзья, ну чё, в нашу компанию присоединился легендарный скайдайвер. О, спасибо, спасибо. Привет, всем привет. Кстати, а что это вообще за легендарный скайдайвер? Рассказываю. Зовут его Михаил Разамазов. Короче, я нашел аж статью про него, которая называется «Как Россия небо покоряла». О как! Читаем. Сборная России по фрифлаю в дисциплине парашютного спорта впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата мира. В эту команду чемпионов входили Валерий Конов, Александр Рагулин и наш герой выпуска Михаил Разамазов. Короче, очень скилловый скайдайвер, амбассадор Фурии в Венесуэле, да и просто веселый человек, которого я и попросил показать нам этот город, рассказать про местный скайдайв, да и про жизнь. Встречаем. Живешь ты тут уже давно, да? Да, сколько уже? Почти 2 года. Как тебя сюда занесло-то? Слушай, интересные проекты. Вообще команда здесь собралась, топовых флайеров. Буквально вчера Майя отсюда уехала, то есть Рафа Швайгер здесь тоже находится. Вообще забейте, я тоже не знаю, кто такие.
В общем, интересно и весело. Просто скажи, что здесь тепло и вкусно кормят. Так, наш Мишаня нам покажет настоящий... Дикий Каракас. Да, настоящую Венесуэлу. Как вообще тебе жизнь венесуэльская? Слушай, очень интересно. Настоятельно рекомендую посетить Латинскую Америку. Ну, сами все увидите. Короче, пацаны, у нас план такой. Покажем вам город, ну и сами посмотрим. Ну и обязательно скайдайв. В этом выпуске будет очень много скайдайва. И под конец будет сюрприз. Ну, для меня. Потому что я обещал, что я делать никогда не буду в жизни. Все, я с этим завязал. Но, видишь, вот встретил товарища боевого. Говорит, ну раз уж ты здесь, ты это должен сделать. Я смотрю, ты здесь неплохо устроился, да? Ну, такое себе. На Рублевке, смотрите. Ну, видите, щас- как скайдайверы здесь баблишко поднимают. Мы тут бедные, так дайте нам копеечку. Так, Пожалуйста, ну в мой пентхаус проходите. Все, погнали. А Сережку, значит, ты в багажнике возил, да? Да, С он у нас пивасом? путешественник сегодня, Сережка был. Нормально, ничего. Говорит, блядь, всегда так есть. Так, у нас здесь куча всего. Вода обязательно. С водой здесь оказывается напряг. А так, смотрите, ну, такой подъездик чистенький. Не воняет, не насрано, не нахурено. Ни хера себе, у тебя здесь и внизу этаж, и наверху, что ли? Да. Блядь, Джек. Ты здесь дом снимаешь? Нормально. Ух ты, кошары. Слушай, ну ты его раскормил. Он тебя, Джека? смотрю, прям... Ну давай, рум-тур у Мишани дома. Небольшой рум-турчик. Стеклянные полы. Знаете, есть такое развлечение, по-моему, в Китае где-то я видел так. Ух ты, ни хрена себе. Главное, Видос почувствовать- у тебя, почувствовать конечно. запах. Ребята, это Ай, хорошо. Это, Хватает это баньки кайф, здесь. смотрите, красотища. То есть здесь барбекюшница, понял? А там еще и крыша, я смотрю у себя. И что стоит, что платишь за это? Косарь. Косарь баксов, да? Вообще бесплатно. Вообще просто в таком месте еще. Здесь все безопасно, весь этот эстейт закрыт. Ну вот тут виллы, Ага. виллы. А ты сам здесь ходил? Да. Знаешь, на что похоже? На яхту. Ух Ну, ты. здесь спальный уголочек. Слушай, ну ты прям зажиточно живешь здесь, я тебе скажу. Ну, нехило. Так, Да, Серег, нормально тут так твоя устроился. детская. Прежде чем отправиться на ДЗ, рано-рано утром мы подняли дрон, чтобы посмотреть подетальнее на Мишанину локацию. И оказалось, он живет в довольно удивительной гористой местности. Вообще весь Каракас находится в горах, оттого картинка окружающей природы становится очень впечатляющей. Не знаю, как вам, но мне кажется, это очень круто. Зацените. One time for the hometown, I got love for it, that's real. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself. Полет на дроне был совсем недолгим, ведь в наши планы входил местный скайдайв. Много скайдайва. Поэтому мы очень оперативно погрузились в бричку и помчали в путь. Так, ну все, утречка, и мы уже в пути на труп-зону. Миша говорит, будем ехать быстро, потому что опаздываем. Что это бы значило, не знаю, но... Можем не успеть попрыгать. И сходу мы понеслись осваивать культурную часть этого города. Путь был не близкий, и мчали мы, мягко говоря, с ветерком. Что удивило, так это ошеломляющее количество блокпостов и трущоб по пути. О, понял, номеров нет в машине. Это белый У вас лед. все нормально? Так. Куча машин с белыми, блядь, без номеров. Он вообще не вызывает подозрения, знаешь. А? Что он тебя спросил-то вообще? Я вообще не понял. Я тебе говорю, я не понимаю их диалекта. Блин, я вот вообще с этим внешним видом не вызываю подозрений, у ментов никаких вопросов ноль. А ты вот так вот сидел? Да. Местность в Каракасе не то что холмистая, она прям горная, поэтому дорожное сообщение кишит разными туннелями, съездами и спусками. Честно говоря, весь путь меня и правда не покидало ощущение, что в этом городе все именно так, как рассказывают в жутких видосах про самый опасный город мира. Но приехав в центральную часть, я увидел обычную картину. Просто гуляющие по улицам довольные люди. На самом деле вокруг царило спокойствие и созидание. Жители сидели на скамейках, в ресторанах, гуляли по улицам с детьми, да и просто царила ничем не отличающаяся атмосфера спокойствия, какую вы можете встретить в обычном среднестатистическом городе в жаркий летний день. Удивительно. Left the hood, I said I would. I left the hood.
А потом мы отъехали всего на километр и подняли дрон. Мы просто офигели от происходящей картинки. Эта местность называется Баррио. Мы не в первый раз посещаем подобные места, но я впервые вижу такой масштаб своими глазами. Если верить статье в Википедии, в таких условиях живет около 70% населения Каракаса. Короче, сделаю вывод, что Каракас — это огромный город, но не самый богатый. Вообще мы планировали посетить эти Баррио, но времени у нас не то чтобы было много. И я уверен, что это не последний наш приезд в Каракас, поэтому оставим на следующий раз. Цель у нас сегодня скайдайв, поэтому мы решили, что этих кадров совершенно хватит, и отправились на дроп-зону. Жень, расскажи про дроп-зону, просто затравочку какую-нибудь. Давай камеру. Что там нас ожидает? Что за борт? Так, дроп-зона у нас, значит, находится Хорошая. на берегу. Так. На берегу в городе Игероте. На берегу океана. На берегу океана, да, Шикарно. в городе Игероте. Самое комфортное место для прыжков, потому что ветер всегда дует только в одну сторону. Так, что там еще у нас есть? Ну и Там всё, есть достаточно. военная база, да? Расследование. Достаточно. Про военных мы ничего не будем говорить. Так, ну что, друзья, вот она, долгожданная Skydive Caribbean дроп-зона. Мы сюда приехали, Мишаня нам сейчас как местный уже расскажет, что как. Сделаем небольшой обзорчик, все покажем, будет все классно, интересно. Тебе слово. Так, ну что, погнали. Давайте зайдем на ДЗ. Дроп-зонка небольшая. Смотрите, что мне здесь нравится, друзья. Здесь есть кафеха, вот я сейчас вам покажу. И это прям дорогого стоит. Можно кофеечку такого. Смотрите, в чем здесь кофе подают. А? Ну кайф же. Так, слева у нас находится манифест. Так, мы уже Регистрируемся оформились. здесь. И сразу идет укладочная. Это, я так понимаю, магазин продажи мерча. Ну, что-то, да, можно прикупить здесь. Какие-то маечки, бафики. Вот, собственно, пакеры. Вот наш прекрасный новый самолетик, который только недавно прилетел к нам весь разукрашенный, с новым двигателем. Получается, приземление у нас здесь, да? Или Да, где? пойдем, я думаю, к карте вначале я расскажу. Вообще, когда обычно приезжаешь на новую дроп-зону, нужно, чтобы тебе на карте показали, где ты находишься, где что есть и как ты будешь заходить на посадку. Потому что оттуда можно и не сориентироваться, если ты не знаешь. Это океан. Да, вот с этой стороны у нас океан, ветер у нас дует с океана, преимущественно. Так, лодки спасательной нету, поэтому желательно не купаться, не улетай далеко. Ну и все. Я так понимаю, если далеко улетаешь, тебя на багги забирают. Так, вот она у нас основная площадка приземления. Вот здесь, да? Да, у нас есть один прикол. Видишь вот этот конус? Если в момент приземления ты залетаешь за этот конус, то вечером ставишь ящик пива. Понятно. Да, для всех это вообще общепринятое правило такое. Короче, готовим сегодня на вечер ящик пива. Пойдем покажем самолетик. Красивый аппарат. вообще, только прилетел. В наших цветах, еще в зеленых, красивых. Так. Одномоторный, Слушай, такой вместительный. турбозаводской. Они, если зацени, сделали здесь оббивку, как на яхтах. Да, точно. Мгм. Давай покажу. Ой, блин. Так, ну вот, смотрите. Ну, в общем, достаточно просторный, человек 20, наверное, сюда зайдет. А это вот, получается, что аэропорт, доместик. Ну, в общем, здесь обычно самолеты приземляются, летают в разные города по стране. Так, я заказал нам по одному текинису быстренько заточить. Перфекто. А, это чебуреки. Что, Ну, по-русски по-нашему. говорят? Чебуреки. Чебуреки. О, горячие. Как называется? Эмпанадос. Не буду даже повторять. Беляш. Слушай, ну ничего. Я уже даже не спрашиваю, кто там внутри. Ну ладно, больше не буду тянуть с тем, зачем мы сюда вообще приехали. Дамы и господа, вашему вниманию представляем мой первый прыг на этой священной земле. Наслаждайтесь. Ain't no one else better. This regardless what they take, we're taking it back into the beginning. When I'm just killing them with the battle raps. Be rapping on them when I'm coming, they can handle that. So, homie, independent boy, that means nobody helping me. I did it on my own, but you can't tell me no. Wait, that's my pride talking. I get a little cocky when I hear the beat bumping. I get a little caught up in my ego when I'm praised by these people. When they try to let me hide, then the steeple gotta kill all that. Sometimes I brag about how real I rap. Now I try to say I'm humble too. And then I realize my hypocrisy and try to shake it at me. And these rappers all around me like, what's up with you? So you just don't get it. Killing on my flesh, born again in the spirit, feeling trying to get near it. So every time I sin, I gotta whip and powers to it. Try to prove it. 180, try the other way and clear it. That's repentance, homie. Real homie, what's up? Real homie, what's up?
А вот и сделали первый прыжочек. Андрюшка сделал просто как не знаю кто. Без Димки страшно, наверное. Ну что, герой? Что, для первого раза ничего, норм? Нормальненько, с расчехлением, все хорошо. Классно вообще. Немного напрягся. Да, я сейчас такой смотрю, где полоса. А понял, знаешь как, короче, когда в вингах летишь, у меня такой поворот плавный, а я такой потом думаю, это я же не в винге лечу. Скорость стремительно падает, понял, стремительно высота теряется. Давай, доворачивай. Получается, мы не так должны были лететь, а вот так просто по кругу. Ну, по идее, Ну, да. по идее, да, вот так вот. Ну, мы доделали круг, встали обратно на море. Так, Ну, нормально. Ну смотри, и пока не должен вам Пока ящик нет. пива. Так, рассказываю, как здесь работает местная доставка. Значит, звонишь по телефону, приезжает вот два чувака. Сейчас покажу. Is it menu? Меню. Вот с таким меню. Принимает у тебя заказ и уезжает. И потом уже приезжает с твоей жрачкой. Расчет кэшем. В общем, очень удобно. Так, приятного аппетита. Это лучше, чем Яндекс.Доставку, похоже. Ну, не лучше. Огонь. Не, мне нравится. То есть ты с человеком живым общаешься, понимаешь? То есть не просто с приложением. Он тебе рассказывает, что лучше, что вкуснее. Но вообще про Каракас я еще не все рассказал, поэтому давайте вернемся в город. Ну, смотрите, что здесь, как магазинчики есть. Все, что у нас продают, то и здесь есть тоже. Поначалу смешанные чувства, мне кажется. У меня такие очень позитивные чувства к этой стране. Я на самом деле ожидал другого. Я думал, что здесь как-то на улицу выходить стремновато. То, как говорят, да? Ну, как обычно, да, что в магазинах ничего нету, все пусто, пойдем туда пройдем. А здесь, получается, как бы люди живут такой же жизнью, как, в общем-то, и везде, плюс-минус. Люди стремятся к хорошему. И вот, посмотрите, пожалуйста, ребят, такие же торговые центры, ресторанчики, все есть. Нет, так там внизу, по-моему, торговый центр, да? Так он весь сразу. Такой встроенный в город, открытый open air Да, центр. он, кстати, неплохо выглядит. Вот книжный Так, слушай, магазин. а давай зайдем в книжный магазин, Давай интересно. посмотрим. Куколки, Барби. Все примерно так, как и везде. В общем, глобализация поглотила полностью все, в том числе и Венесуэлу. Есть банкоматы, вот, пожалуйста. Что Кстати, у нас не работает, да? А вот работает. Попробуем снять денежку. Ага, не работает, говорит, такой. Такую карту не хочет брать. Так, вот смотрите, кроссы. Даже Джорданы есть. 40 бакинских палевные Джорданы. Так, ну и давай сейчас посмотрим быстренько Мак. Что вообще вот в этой стране стоит Мак? 700 рублей, грубо говоря. смешно, да? У нас стоит ровно в 2 раза дешевле. Слушай, ну он так, знаешь, как-то даже чистенько. Вот видно, что это все было давно сделано, построено. Да, ну чистенько. Чистенько, аккуратненько, вот, никаких там засранных углов или что-то еще, знаешь, там бомжей каких-то. Все говно с бомжами впитали. Разумеется, в Каракасе есть и туристические места, куда бы все, кто сюда не приезжал, рекомендовано к посещению. Туда мы и отправились. Называется это место Сан-Антонио, и там очень красиво. Короче, смотрите сами и наслаждайтесь. Hace lo que a ti te entiende. Siento que la pasa aquí pendiente. Cuando yo te toco terminas temblando. De tu cuerpo me dejas deseando. Deseando. Слушай, место такое прикольное. После сегодняшнего жаркого дня, там внизу очень жарко, там больше 35, и влажность. Здесь такая погода шикарная. Друзья, пойдем покажем, что здесь есть. Сами посмотрим и вам все покажем. Давай, рассказывай, что здесь. А здесь этот просто случайно я нашел рестик, очень вкусно готовят и очень крутые виды здесь. Вот посмотрите на это. Ох, ни хера себе, а. Вы посмотрите на это. Блин. Вон там море видно. Охренеть. Здесь 2 километра мы наблюдаем. Вон этот отель Хумбольдт, вон там вот справа. Слушай, ну место, конечно, бомбическое. Пушка, да? Вообще огонь. Слушай, мне кажется, в этой стране должно быть просто бум туристический случиться когда-нибудь. Вот он, мне кажется, начинается. Потому что здесь столько всего интересного посмотреть. Ну и сам сервис. То есть сервис, как бы вот местные люди, они такие прям дружелюбные, все располагают. Но туриков здесь особо я не видел. Вот нет такого, как толпы, например, как в Кейптауне. В Кейптауне мы бы сюда не заехали бы. Там просто с утреца все забито.
битком, куча вот этих вот автобусов огромных туристических. А здесь как так спокойно, пусто. А может быть оно Но оно и к будет, лучшему. ты правильно говоришь, оно будет. Может быть они и не нужны здесь. Они абсолютно здесь не нужны, я тебе скажу так, но все будет. Ребят, ну зацените. Я уверен, что камера, конечно, не передает то, что мы сейчас видим, но это нереально просто отрыв башки. Вот там вот облака лежат. И вот здесь на парапланчике взлетаешь, и можно дропнуться с бейс-мешком туда на пляж. Ну, это мы сделаем полетели. в другой серии. Полетели. Давай камеру, сейчас покажу от первого лица, как здесь. Ну, конечно, камера это все навряд ли передаст, эту всю красоту. Ну, давайте, сейчас вот покажу вам, как здесь. Вот, пожалуйста, здесь кафешечки. Вот они здесь стоят, значит. Обратите внимание, одни квадраты и джипы, то есть внедорожники. Машины обычно сюда не пускают, потому что, дорогу вы видели. Очень крутой подъем. А вот это Каракас. Слушайте, знаешь, с чем могу сравнить это место? Очень похоже на Кейптаун Table Mountain. Вот когда поднимаешься, в принципе, так же. Внизу Кейптаун, здесь гора и куча туриков. Я не знаю, здесь, наверное, не турики, здесь местные приезжают. Местные, турики тоже сюда как бы заезжают, они пачками там Слушай, приедут. место очень красивое. Если приедете в Каракас, останавливайтесь вон в том отеле. Серый, короче, набери, снимай, все. Отдаю профессионалу камеру, потому что не хочу с этой техникой, я с ней не на «ты». Пойдем что-нибудь перекусим? Пойдем, да, быстренько точканем. Знаете, поделюсь удивительным наблюдением. Кто бы что ни говорил про этот город и страну, меня это место ни разу не напугало и не выбесило. А даже наоборот. Это касается как туризма, так и скайдайва. Passing a minute, circle with my boys, roll the weed and this is it. Line up the streets like a forest fire, we're smoking the bear hat. Preacher try to top it, we ain't really trying to hear that. It's a little teenage angst with some ignorance, and every chance we get, these kids will get belligerent, cause though we know better in this world we unprepared. Cause peer pressure strong and it was never cool to care about the consequences. Flash 4 or 5 years and the story done changed, see I did a little growing up. It's crazy how perspective change when your head between your knees in the bathroom, throwing up. Still I took a fatal accidental overdose in my circle just to wake me up in time for me to get it. The fabric of this life is delicate and most don't get too many chances. I'm just thankful that I never fully ripped it. I remember back then when we was both cool, getting into trouble, never following the rules. Nowadays things change and now you're cold-blooded. Every time I try to talk, you're only trying to get blunted. I remember back then when we was both cool, getting into trouble, never following the rules. Nowadays things change and now you're cold-blooded. Every time I try to talk, you're only trying to get blunted. I remember back then. Run it up. Так, ну что, ребят, в общем, финализируем. Дроп-зона суперская, отличная, мне здесь все понравилось. Площадка приземления хоть и маленькая, но она такая классная. Не залетели мы вот за эту морковку, соответственно, мужики остаются сегодня без пива. Шикарная погода, оформление было за 5 минут, не было никаких построений. В общем, все на чили, домашняя дропка. Домашняя дропка, да, все для своих, без всякой суеты. Главное, безопасно. На этом ноте мы не будем заканчивать, а мы сейчас ебанем. На самом деле мы приехали в Венесуэлу, чтобы посетить самый высокий водопад в мире. И этот сюжет достоин отдельного выпуска. А сейчас я пока выложил в телегу фрагмент с самой вершины этого чуда света. Пацаны, ну чё, как думаете? Высоко, нет? Прыгнет, нет? Ссылку на Телеграм я оставил, как всегда, в описании к этому видео. И не забудьте подписаться, потому что это самая отбитая жесть, которую мы когда-либо снимали на этом канале.